Вот голубика на кусту. А вот она в тарелке с сахаром. Вчера по полям голубики шли. По дороге мечтал о голубике с сахаром. Может, еще сгущенки добавить, чтобы был как йогурт по-иркендински. У нас вообще и того мало, и сахара, и сгущенки. Вот такая штука получилась. Бомбически вкусно. Отправляемся. Нам тут 5 километров догрести до места начала Волока. Ничего, что сколько этих крачек. Вы чё? Я ж даже не на косе. Чё это они? Мы даже к их островам не подходили. Может, тут стайка рыбы ихняя какая-нибудь? Наша рыба. Вот и протока между озерами, между половинками Кутарамакана. Озеро-то одно, а вон он наш перевал. Гора Чаекит. А вон вдали гора, посреди долины. Вот немного не доходя нее, Иркендинский водопад. О! Видел, вынырнула? Утка вынырнула или кто там, не знаю. Вскрикнула и обратно нырнула. Зачалились. Отсюда будем стартовать в Волок. Напротив горы Чаекит. Она в тень погрузилась. Прям даже как будто больше стало.
Решили устроить чаепитие перед Волоком с овсяной кашей. Вещи просто по пляжу разбросаны. Надо теперь их спрессовать в рюкзаки и двинуться вон туда. На Волоке почти набрали высоту. Почти седловина уже. На подъеме не снимал, там под 7 ручьев тек. Нам к Волоку жару включили. Вот моя башня стоит. Он мне почти по грудь. Не по грудь, но выше пояса. Эта штука еще за все ветки цепляется. Тубус для удочек. Но зато в рюкзак теперь все входит. Раньше мы с Олегом снаружи много чего цепляли, там целый мешок. Теперь все в рюкзак входит. Там и какой уже третий переход с этими рюкзаками. Пока ничего не отвалилось. Все работает. Олег куда-то ускакал. Тропу надо искать. Тропа затерялась куда-то. Тут тропа то ли звериная, то ли человеческая. Межвидовая, короче. По ней идем. Обзор внутренности палаток сейчас сделали. Теперь дело за рюкзаком. У тебя там лодка? Да я просто это все в машине, в багажник уложу. Вдруг обзор. Продолжаем делать обзоры. То, что не досняли в походе. Рюкзак на очереди. Модель Charger 110 плюс 15. Kenrock. Силовое. Легко все отрегулировалось. В общем, на спине удобно было. Я сначала думал, лишняя деталь. Такой большой эластичный карман. Но по факту мы весь поход, там куртки, дождевики, ну все, что вот надо быстро выдернуть. То есть рюкзак-то вот на плаву, на лодке лежит. Особой свободы движения нет. Руку запустил, вытащил, что надо. Оказалось удобно. И вот эти боковые такие же эластичные. Тоже удобно. Внутренняя перегородка есть. У меня старый рюкзак был менее объемистый, там 75 литров что-то, или 80, что-то типа того. Я считал это вообще ненужной деталью. А здесь вот перегородку включаешь, там у тебя приличный объем. Вот здесь выше у нас лодка ехала, где-то в центре. А дальше вещи, одежда. А вот здесь половина продуктов у Олега, половина у меня. То есть все продукты, самые тяжелые, вот в этот нижний объем помещались. То есть если на чай встал, расстегнул, там продукты вывалились, все остальное, неприкосновенности, ничего там, укладка не страдает. Там продукты перебрал, там что-то приготовил, обратно запаковал. Вот эти вязочки. Для чего? Если какой-нибудь альпинист смотрит, он смеется, наверное. Ну, вряд ли для того, чтобы рюкзак поднимать, они не силовые вот эти. Это, скорее всего, вот для того, чтобы вот это вот вывозить. Да нам и не надо это знать. Все. Рюкзаки универсальные. Для сплава нужно одно, для восхождения в горы другое. Ну, в общем, мы не такие уж прям специалисты, Да. мы вещью попользовались и Да. исключительно своим мнением делимся. И это действительно огромное счастье тащить всю поклажу в одном объеме, а не как часть сплавов
наши, когда мы перли, там притороченные 2 мешка. Вот еще деталь. Здесь вот силовая вот эта часть, она закреплена к чему-то там жесткому. Не знаю, с чего она там сделана. Там, скорее всего, да, там алюминиевых полосы. Ну там скоба какая-то алюминиевая, да. И вот под голову выемка. Ну это чтобы, видимо, наверх смотреть на птичек. Голове не мешало. Вот он, тубус расправляется. Все наши вещи туда входят. Клапан на 4 точках крепится. То есть он настраивается и ровно сверху ложится. То есть вот с этой стороны настраивается. И с той стороны. И четко сверху, прямо наверх этого полного тубуса укладывается. Ну и рюкзак не развалился, ничего не оторвалось, что еще надо. Все. Набрали мы высоту окончательно, на перевал забрались. И на озерцо сейчас за водичкой попить. Гнус. Глаза залепляет. Мои глаза залепляет сетка от гнуса. А Олег в вуале, как обычно. Да я ее не ношу, потому что ну и так жарко, а когда эту сетку одеваешь, просто вообще дышать нечем. Да есть чем, ага. Так ходишь, дышишь мухотой этой. Ну да, бывает горло залетает, аж это. Присел отдохнуть. И здесь сразу стол накрыт. Такой голубичник. Богатый стол. Встали мы на ночь на Волоке. До конца решили не идти. Вышли на речку в очень красивом месте. Сейчас сумерки уже. Темно, завтра поснимаем. У нас тут есть камень-стол, наконец-то, удобный. Камень-стул. На выходе с каньона стоит небольшая речка, небольшой каньон, но очень симпатичный. Что? Держалка сломалась. Аварийная ситуация. Палка-держалка не выдержала. Непростое это занятие туризм.
Утро 7 августа. На берегу красивой речки Орокан. Мы уже позавтракали вчерашним супчиком. Вчера пришли, суп сварили вечером. Поужинали, сегодня им же позавтракали. И решили, что одного супчика на продолжение Волока нам не хватит. Я собрал удочку и будем проверять, кто живет в этой речке. Сначала у нас фантазии хватило поймать 2 рыбки, на рожне сделать. Потом аппетит разыгрался. Решили, что нужно 2 рыбки на рожне и 2 рыбки пожарить. А потом... Что? Я говорю, сейчас давай за камерой скажи. За камерой? А потом решили, что не помешало бы еще посолить 1 рыбку. Итого 5 уже. Ну не факт еще, что здесь рыба есть. Вода падает, может она скатилась уже вся. Сейчас будем проверять. Вот в этой ванне должен хариус стоять. Он, скорее всего, выше и не поднимается. Как-никак маленький водопадик. Только где тут удобнее рыбачить-то? Где рыбу поднимать? Ага, взял. Вот это харюзина. Вот такие тут живут. О. Евгений лови. Один есть. А если прям туда? Блесна толком не играет с этими водоворотами. Ага, еще один. Спокойно. Олег, где там Олег? О, да, тут, конечно, не так удобно. Еще один. А рыба на рожне у нас есть. Теперь на пожарить. Ага, взял прямо здесь. О, вот этот хороший. Олег, во какой. Держи. Так. Это пошло пожарить. Сверху вода сюда течет, а внизу на дне от меня натягивается блесна. Там обратка внизу. Ага, взял. Ой, что такое маленький.
Тихо, тихо, не калечься. Иди обратно. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай обратно. Ага. Кто-то есть. Так, на пожарить тоже готово. И теперь одного на посолить. И все, мы на сегодня довольны. Да вы чё, мелкие? Тихо, тихо, не покалечился. Давай. О, ну все, план выполнен. Это как он так? А, здесь замотался. Рыбалка завершена. Это получается вот два на рожне. Вот эти солим, которых шкура снята, а этот жарим. Ну икру тоже солим. Правильно я сказал? Да, вроде. Так. Ну да. А то пополам. Ну, Повдоль? на 3 части дели, короче, его. Денис, я уже все. Ну, хвост так пожарим, а этот повдоль разрежь. Значит, сейчас я ем вершки, а ты корешки. Потом мы рыбу переворачиваем и едим в обратную сторону. Ну, с солью вкуснее, конечно. Просто кристаллики на коже. Кристаллики соли. Почему мы раньше так не делали? Помню. Надо есть, да? Рыбу в фольге когда ты ел последний раз? А, рыба в фольге, да. Ну, примерно то же самое. Ну нет, ну и тоже. Тут же как бы еще элементы копчения такие есть. Спасибо, Евгеньевич. Даешь уже этот тоже. А главное, посуду мыть не надо. Мы выдвинулись изучить окрестности. Вот эта ванна нам уже знакома. Мы тут хорезов ловили. На рожне уже приготовили, съели, посолили. Осталось пожарить. Мы это после экскурсии вернемся, пожарим. Вон солнце их там видно, вон плавают.
Идем дальше. Вчера вечером, когда к стоянке подходили, водопад видели. Вот здесь буквально за парой поворотов. Издали выглядел красиво. Ровной струей стекает. Как волосы красавицы. Вон он появился. Водопад. Мы по этой хребтине дойдем до него? Должны. Витаминное дополнение к завтраку. На голубичных кустах ягод больше, чем листьев. Вкусно. А туда выше есть еще два водопада. И как раз звериная тропка туда ведет. Вверх по реке. Почему бы не прогуляться? Вот он второй. Каскадами. Ну это даже поинтересней.
к третьему уже не пойду. С коллегам договорились, что я через 2 часа вернусь. Уже все время поджимает, надо возвращаться. А то искать пойдет. Вот мы как в Волок пойдем, все время то дождь проливной, то жара. Но этот Волок жара. А если сейчас с рюкзаком пойти. Вот вчера мы вечера дождались, пока склон, по которому пойдем, не скроется в тень. Сегодня вот тоже решили подождать, пока тень не скроет склон, по которому пойдем. Поэтому получилось вот на водопады прогуляться, время появилось. Где Олег? Меня пошел искать. Я даже раньше времени пришел. А, вон он, дрова надо ищет. А на обед у нас сегодня жареный харюс, картофельное пюре скоро поспеет, горячий сладкий чай, пюре с молоком сухим и с топленым маслом. Поедим и пойдем дальше на озеро Кита. Пюреха готова, с лужицей топленого масла обязательно. Ну как? Она подсолила. Соли нормально? Ну, мне тоже приступать надо. Выдвинулись. Первые метры, пока мы еще бодрячком шагаем. 4 километра нам надо пройти. Но в нашем представлении. Нам почему-то кажется, что ближе к устью эта речка сплавная. Как она, Аракан, да, называется? В общем, надеемся пару километров сплавиться по ней. А если нет, то до 6. Да, в любом случае дойдем, доковыляем до Киты. Под конец похода все делаем медленно, ходим медленно. Какой сегодня день? 20... Какой-нибудь там 28-й день похода. Но это у нас уже финишная прямая. А, ну вот, в Ките выйдем и будет финишная прямая. А там вообще что-то, смотри, какой-то каньон выкопан. Вот там джакузи есть, вода она теплая.
Олег, можно было ванны принимать, а мы не знали. Тут даже нырять можно. Такая жара еще немного продержится. Все эти лужи будут теплющие. Ну, если, конечно, на них лучи не впадают. Местность располагает к ходьбе даже с рюкзаком. Ни об что не спотыкаешься. Даже зверье любезно тропинку проложило. Мы уж подумываем грибы собирать. Ну, все грибы засохли из-за жары, но еще молодые иногда встречаются. Можно что-то подсобрать. Может, опять соберем. Пока с дорогой сегодня нам везет. Тропа хоть периодически теряется, но большей частью по тропе идем. Оленей. Ну, олени вот здесь переходили, и дальше вон туда тропа идет. На тот берег переходит. Но главная задача не потерять тропу. Под конец, ближе к озеру, начался бурелом. Мы из него на речку выскочили. Она тут успокоилась. Местами даже грести можно. Ну и решили, лодка сама пойдет. Мы пешочком по берегу, где мелко пройдем. И оставшиеся 2 километра рюкзаки тащить не надо. Костерок развели, чтобы гнуса меньше было. Вот и снова лодки. Теперь рюкзаки едут сами. Что-то я начинаю думать, лучше бы с рюкзаками дошли. Первые грибки после волока. Ну, правда, недолго. Вон до того перекатика. Дальше пешком. У нас вот что-то вроде бичевы, только лодка сама по течению едет. Мы только за ней идем. Ну, тут струя вроде глубокая. А потом завал. Или что там? Непонятно что.
Можно лодку порвать. Прости, лодка. И так получилось. Жесть вообще. Куда мы попали? Туда поторможу. Я же здесь помещусь. Ура! Озеро Кита. Теперь можно считать, что мы на финишной прямой. Нам пройти Киту и речку Рыбная. Ну, еще Норильская. На Ките, похоже, штиль. Но за весь поход, по-моему, штиля не видели. Ну, может, там пару раз. Стоянку, ну вот стоянка, вот дрова. Ну давай встаем. Дальше я просто не знаю, сколько мы проплывем. А сейчас уже поздно. Ну давай со стороны озера причалим, что хоть в озеро вышли уже. Сейчас-то мы в реке. Все в озере, да? Кофе. Кофе или что, чай, да? А я кофе. Или чай? Да давай кофе. Чай? Нет, лучше кофе. Ну сейчас что-нибудь есть надо готовить, а я уже спать хочу. Надо не заснуть до ужина. Да падики шумят. Ну завтра светло будет, поснимаю их. Вот там река, в ущелье, вон там тоже водопады есть, судя по спутниковому снимку. Но сходить, наверное, сил уже нет. И времени. Мы тут с Олегом костер отогреться развели и надымили на пол Киты. Там он стелется по тому берегу дым.
Тут у нас кухня на полную работает. Жарятся грибы, которые собрали на Волоке с мясом. Ну, естественно, и молоко добавим. Нам понравился такой рецепт. Варится рис с грибам. Шум стоит. Кухня работает. Сейчас пожрем нормально. Поедим, покушаем. Покушаем запретили нам говорить.